Всех приветствую. Криптовалютный рынок за последние сутки у нас пошел вниз, и это еще раз подтверждает, что новости у нас появляются не просто так. Как только биткоин начал зажиматься в треугольник, тут как будто бы случайно вышла негативная новость, которая позволила пробиться треугольнику в одну из сторон, в данном случае вниз. Давайте посмотрим, что у нас сегодня на крипторынке. Как мы вчера видели, биткоин у нас показал рост 300% шортов перед тем, как цена упала вниз, и снова выглядело, как будто бы это все случайно. То есть кто-то заранее знал, что позицию нужно открывать шортовую. Вот здесь все это произошло, и между прочим, шортовая позиция до сих пор в силе. То есть ожидается продолжение движения вниз, по крайней мере, теми людьми, которые открывали эти шортовые позиции вчера. За последние сутки по биткоину глобально ничего не изменилось в лонгах-шортах, но прошлые вчерашние шорты до сих пор не закрыты. По лайткоину также без изменений. Эфириум даже сократились немного лонги. По Cardano резкий рост шортов плюс 13%. Cardano также кто-то ожидает и желает видеть пониже. Monero без изменений. Zcash также показывает рост шортов плюс 53% за последние 24 часа. IOTA, которые вчера также шортили, сегодня у нас шорты подсократили. Минус 14%. Видимо, тот, кто вчера открывал шорты, решил, что этого достаточно. EOS за последние 24 часа также прибавил в шортовых позициях 69. Его также ожидают пониже. И Ripple практически без изменений. Посмотрим, напугало ли это трейдеров. Конечно же, это все всех напугало. Экстремальный страх по-прежнему актуален и находится на цифре 13. Ниже у нас было только цифра 10. Это было в конце мая, 30 числа. И поэтому нам есть еще куда стремиться. Думаю, напугают еще сильнее. Пойдем еще пониже. Вспомним график радужный, так называемый. И он у нас сместился из зоны HODL в зону Steel Chip, то есть биток по этому графику стал дешевым, и его вполне можно покупать тот, кто верит в поход дальше наверх. Что же касается ликвидации, за последние 24 часа было ликвидировано 165 тысяч трейдеров, и из них, естественно, 90%, почти 87% это лонгисты. Сумма, конечно, впечатляющая. На графике это выглядит как резкий рост. Этого следовало ожидать. Мы, в принципе, давно этого ждали, что будет резкий рост показателей ликвидации. Вот у нас и случился. Grayscale, естественно, за последние 24 часа ничего покупать на этом проливе не стали и пока что просто скидывают. Мне кажется, они будут дожидаться либо более сильного пролива, либо уже нормального разворота и нащупывания дна, пока они ничего не покупали за вчерашний день. Из ближайших событий у нас 8 июня сегодня это на Айконе миграция токенов. Это процесс перехода криптовалюты из одного блокчейна в другой. Тот, кто торгует данной монетой, я думаю, и так в курсе. Если нет, то имейте в виду, сегодня у него важное событие. Давайте глянем новости. Их было несколько штук важных. Сейчас мы их посмотрим. Естественно, Forbes пишет о том, что Трамп вдруг резко проснулся и решил заговорить про криптовалюту, в частности про биткоин. Цена биткоинов падает после того, как Трамп заявил, что криптовалюта кажется мошенничеством. Он призвал власти страны очень жестокому регулированию цифровых монет на территории США. По его мнению, биткоин является конкурентом для американского доллара, которого Трамп хочет видеть валютой мира. Естественно, возникает вопрос. Трамп никогда не сравнивал биткоин с долларом, а тут вдруг решил сравнить. И это получается, доллар у нас упал на дно, так сказать, снизошел к криптовалюте, и теперь они на равных. Либо это биткоин так высоко взлетел, что теперь конкурирует с основной мировой валютой. Биткоин — это похоже на мошенничество. Мне это не нравится, потому что это другая валюта, конкурирующая с долларом, пояснил Трамп. Также он сказал, что планировал покончить с биткоином и другими криптовалютами и пресечь торговлю ими. То есть, если бы у нас, вернее в США, победил на выборах Трамп, а не Байден, думаю, криптовалюту шатал бы не только Маск, но и Трамп. И далеко не наверх. Sky News пишет, как и другие мировые СМИ, у хакеров были изъяты миллионы долларов в виде выкупа в биткоинах. ФБР вернуло 63,7 биткоинов из выплаченного Colonial Pipeline выкупа, получив доступ к биткоин-кошельку. Вот эта новость, говорят, якобы спровоцировала вчерашнее падение крипты, которая так, кстати, пришлась ко двору. Они вернули якобы большую часть выкупа, выплаченного хакером DarkSide в биткоинах, после атаки на оператора американского трубопровода. ФБР якобы отследило транзакции в блокчейне сразу после перевода выкупа.
выкупа с адреса Pipeline хакерам. Часть из них перевели на кошелек доступ к приватному ключу, которого был у правоохранителей. Но как этот приватный ключ оказался у ФБР, естественно, никто не говорит. И был ли он вообще? Все, естественно, беспокоятся о том, что это очень плохой прецедент, если это правда была такая история. Но вот пишут, что, вероятно, речь не идет о взломе. ФБР просто запросили доступ к кошельку у провайдера или хостинговой компании. Некоторые же считают, что к получению доступа ФБР к кошельку причастна американская биржа Coinbase. Мнений может быть сколько угодно, правду нам не озвучивают, откуда у них чего появилось. Просто ставят перед фактом, и все начинают гадать, как это могло произойти. Кто-то говорит, что Coinbase помогали, тут говорят, что Coinbase не помогали. Думаю, правду мы узнаем через какое-то время, либо вообще ее не узнаем. Еще одна новость, на этот раз относительно положительная. Технологический советник Джо Байдена вложил до $5 миллионов в биткоин. Об этом якобы было сообщено в декларации о личных финансах этого эксперта. От 25 до 43% активов советника Джо Байдена составляет биткоин. Он же в 2017 году в статье New York Times назвал цифровое золото пузырем и усомнился в его внутренней стоимости. Но прошло несколько лет, и теперь он как минимум четверть своих сбережений держит в криптовалюте. Вот так поменял мнение. А что касается России, то у нас тоже есть свои любители крипты. Шохин предложил Думе обсудить платежи в криптовалюте для обхода санкций. Это у нас глава Российского союза промышленников и предпринимателей. Надо думать о противодействии угрозам в платежно-расчетных отношениях. Поэтому Думе надо подумать, все-таки не сильно бояться криптовалют, потому что для многих компаний, находящихся под санкционным режимами, использование криптовалют является, может быть, естественным выходом обхода соответствующих ограничений. Я думаю, вряд ли он имеет в виду биткоин, либо какую-то другую криптовалюту, я имею в виду альткоин, потому что это очень волатильные инструменты. В лучшем случае для обхода они будут использовать стейблкоины, тот же USDT, привязанный к доллару, и также расплачиваться им как долларом. Я думаю, если реально прижмут и отключат SWIFT в России, то могут прийти к такому варианту. Пока все это на обсуждении. И давайте посмотрим на графики, которые у нас теперь обновились со вчерашнего падения. Биткоин. Стоило мне вчера предположить, что выход из треугольника наверх возможен, так он сразу вылетел вниз. Еще лучше, значит, наш основной сценарий, который был изначально, начинает отработку. Что у нас на данный момент? Из лонгового. Вот этот вот розовый сценарий. Остался ли он до сих пор в силе? Да, он также может еще отработать, потому что лой, начало пика, начало импульса до сих пор не пробито. И пока оно не пробито, вот эта вот точка на уровне 31227 в этом районе, пока оно не пробито, это все еще может быть коррекция в волне 2. Она даже по форме пока выглядит подходящей. 3 волны, а это коррекционное движение. Поэтому лонговый сценарий также оставляем в голове, но я думаю, все-таки мы его оставим как запасной такой сценарий. Пока у нас основной сценарий продолжает отрабатывать, и это у нас треугольник в волне 4, который пробил лой волны D. И давайте посмотрим поближе, что у нас теперь представляет это дело. Предварительно я думаю, что это у нас волна 5 дорисовывается, которая должна прийти вот сюда, предыдущий лой в район 30 тысяч, может быть даже и пониже. Давайте этот зигзаг уберу, чтобы он не загромождал. Треугольник уберу, у нас отработал. Вот эту штуку сделаю потоньше. Вот так. Напомню, что у нас здесь, по моему мнению, может быть. Здесь у нас может быть волна А, Б. И сейчас мы рисуем 5 волн в волне С. 1, 2, 3, 4. Сейчас снижение в волне 5. В таком случае сейчас отмечу, где у нас будет расчетная зона для данного сценария. Очень такие грустные цифры, конечно. Вплоть до 20 тысяч это будет еще только первая грань. Можем и до 8 слетать. И это будет, в принципе, нормальная отработка пока что. Но, как мы знаем, сперва нужно преодолеть минимальную цель. Это предыдущий пик. Вот сюда. И если смотреть вот эту волну отдельно, как пятую, давайте посмотрим, куда она у нас стремится. 5 волн вниз, коррекция. Все выглядит достаточно плачевно. Это зона волны 3. Потом будет небольшой отскок в четверке. И дальше пятерку еще будем рассчитывать. То есть цены в районе 30, это выглядит практически как минимальное значение падения. Естественно, тренд у нас сейчас нисходящий. И покупать на данных уровнях это будет просто как казино. Нужно дождаться какого-то разворота. Хотя бы как вот здесь вот был разворот, здесь была какая-то надежда на дальнейший перелом и поход наверх. И здесь же пока этого нет, наоборот, мы дали заходной вниз, вот здесь волна 1, 2, сейчас пошли у нас развивать импульс вниз. Вот этот сценарий
я, наверное, даже пока уберу. Он может случиться, он все еще актуален, но он все больше и больше теряет свою, возможность отработать. Сейчас вероятность отработки нисходящего сценария в приоритете. Как вчера говорил, после завершения данной отработки у нас поход наверх, хотя бы в отскоке. Это такой средний сценарий на снижение. Есть еще более ужасный сценарий. Давайте посмотрим, где у него зона. Может быть, даже и не самый ужасный, что это была волна 1, 2, а не АБ. Тройку мы здесь отработали. Здесь у нас была тройка, например, четверка. Да нет, по обоим сценариям, в принципе, вот здесь отработка данной зоны, это вообще пока что в ближайшее время самый такой худший вариант. Приемлемый вариант с падением — это предыдущий лой и наверх. Если все будет еще хуже, то будем тестировать и цены в районе 20. Давайте более глобально посмотрим. В районе 20 у нас были это предыдущие пики. И ниже мы, в принципе, заходить-то и не должны, так как это уже будет слом структуры, и четвертая волна не должна заходить за пик волны 1. Если, конечно, мы еще сильнее здесь не будем усложнять в треугольник все это дело переделывать. Если будет просто АБЦшка, то за однерку не должны заходить. А это у нас в районе 14-15 тысяч. В общем, по биткоину прогноз такой. Пока что все это похоже на дальнейшее снижение, и разворота пока нет. В данной зоне понаблюдаем, как себя будет вести цена. Что у нас по эфириуму? По эфириуму все не так прискорбно, как говорится. Он даже выглядит сильнее битка. И здесь до лоев еще идти. Что у нас здесь по факту? Смотрим. По факту у нас здесь практически ничего не изменилось с прошлого прогноза. У нас также лонговый сценарий. Волна 1. И, возможно, сейчас идет коррекция в волне 2, потому что тройка еще не началась. Вот ее зона. Если же мы пойдем за битком, то отсюда у нас началась отрисовка заходного импульса в пятой волне, где первая зона, естественно, это предыдущий лой. Какой сценарий более вероятен? Естественно, вниз, потому что крипта все равно еще не отвязана вся от биткоина, и все смотрят, куда идет биточек наш. Поэтому по эфириуму прогноз также продолжение снижения вот в данную зону. Вариант на рост — это как, в принципе, запасной вариант, потому что структура пока не сломана, и он возможен, этот вариант. Посмотрим Ripple. По Ripple что у нас изменилось? По Ripple, в принципе, тоже ничего не изменилось. С этой зоны мы как ушли, посетив ее, развернулись, так, в принципе, и пошли вниз. Давайте посмотрим, что у нас здесь отрисовывается. Вообще, конечно, вот это вот ABC — это классическая такая коррекция. По-хорошему бы нам отсюда идти наверх по Ripple. Тоже выглядит достаточно хорошо. Здесь также есть вариант на продолжение движения в лонг. По структуре здесь даже это более предпочтительный вариант. Если в волне Y, также у нас останется 3 волны. Но это все дело может спокойно трансформироваться в 1, 2, 3. Здесь четверка и 5. Также можем сходить и вниз. Так как данная волна может быть и 3-волновой, и 5-волновой. Посмотрим на часе. Ну, в любом случае, сейчас покупать не стоило бы. Сейчас он в нисходящем движении Ripple, и разворота пока по нему нет. Мы находимся в завершающей стадии предполагаемой коррекции, но разворота толкового отсюда пока нет. Поэтому за ним стоит еще понаблюдать. Что у нас по доминации? По доминации у нас продолжается снижение. Поэтому, кстати, у нас биткоин и как будто и выглядит хуже, чем тот же эфириум, например. Вся альта, конечно, летит вниз, но эфириум бодрячком выглядит. И посмотрим еще одну монетку из комментариев. Это у нас Матик. Что у нас с ним? Он у нас помпанулся еще давно. И сейчас так же, как и все, находится в коррекции. В принципе, сейчас, думаю, рассматривать-то альты смысла-то особого и нет по отдельности, потому что все смотрит на биток, но вот здесь от скользяшки отскакивает, здесь снова пришли, есть вероятность, что отсюда развернемся, но пока также нисходящее движение, нисходящий тренд, лои понижаются, хаи понижаются, разворота нет, и в приоритете по матику также дальнейшее снижение. Входить здесь в лонги точно не стоит, а крипту я не шарчу, поэтому по матику также прогноз вниз. Как говорится, рассматривать стоит его только после того, как он хотя бы заходной какой-то покажет, и уже можно будет смотреть здесь на покупки с дальнейшим движением наверх со стопом за основание. Вот здесь вот что-то он планировал такое сделать, но ни объемов, ни дорисованного какого-то импульса нам не показал. Да, здесь раз, два, три волны нарисовал, должно быть 5, как известно, в импульсе. Здесь у нас ни разу не импульс, здесь тем более его нет. На этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Удачной торговли и счастливо!